end of the day, the day gotta end. I seen me through the process. I don't really want no problems. Niggas ain't got no merit. Niggas ain't got no posture. Round here we keep shit G'd up. Kick my feet up out my posse. And deposit, keep it posse. Shout my nigga Johnny, stay 10 down. The way they talk, these niggas lost me. I bet on me, I'm never losing. Tell me how I'm finna cut my losses. All I got is my word, and that shit serving the truth. I'm off for the goose. Harriet Thailand, you should go there. Тетя Лена нас сегодня удивляет 20-летнего вина, стоит 20 тысяч рублей. Paul, do you like чебурек? I like it. Why? No, I'll fucking kill you. If you fucking touch me, I'll fucking kill you. Understand? I'll fucking bite your head off. Ради этого стоило сюда прийти. Наконец-то сегодня будет что-то вкусное на вечер. Поменяли локацию, и она что-то рассказывает про Sexy One. Кошка, которая что-то хочет. Начинается движуха, видите? Взять ее за руки. This is my love. Всем доброе тайское утро. Если уж появилась такая возможность попасть в Таиланд, то я считаю, что грех не снять уличную еду. И уличная еда – одна из моих любимых рубрик. Первое блюдо однозначно это будет суп том-ям. То есть я считаю, что нужно начинать с него. И пойдем мы не в очень дешевое заведение, потому что я считаю, что на этот суп не нужно скупиться, побольше в бюджет, и он будет очень вкусный. Первый заказ прошел удачно. Есть два вида том-яма. Это на бульоне и с морепродуктами. Естественно, так как мы находимся на море, это морепродукты однозначно. Если в других заведениях том-ям стоит там 90 бат, 100 бат, 120, здесь он стоит 400 бат, практически в 4 раза дороже. Но здесь и подача будет уже совсем другой. Я в предвкушении чего-то вкусного. Принесли какой-то вкусный сок. Местный, холодненький. Какая-то здесь атмосфера такая своеобразная. Много вопросов, мало ответов. Ну, наверное, потому что я здесь мало нахожусь, поэтому. Я думаю, что обзор уличной еды придется делать не за один день, потому что столько не получится перепробовать. Во-первых, здесь жарко, раз. И нереально столько съесть. Даже мне. Сразу хотелось бы отметить то, что порция просто огромная. Это можно брать на 2 человека и вполне наедитесь. Просто у меня нет второго человека, поэтому опять один сегодня. Здесь целый литр, не меньше. Огромные креветки, кусочки рыбы, грибы. Там еще какие-то осьминожки, еще что-то, всякие травы, приправы. То есть очень много морепродуктов, очень много. То есть это практически половина тарелки. Всяких вкусностей. Начнем с бульона. Я признаюсь, то, что вчера, вообще 3 дня я уже ем том-ям везде. Я обошел 6 мест. Первый день я попал именно вот в это заведение и попробовал здесь. Все остальные том-ямы это вода была. Здесь, наверное, все-таки цена
определяет качество. Это вот прям бесподобный бульон. Очень насыщенный, как кусочек рыбки. На снайпера похож. Блин. Это как полет на парашюте первый раз. Я не знаю, как его описывать. Но это очень вкусно. Такой суп я могу есть каждый день. По 3 тарелки. Вот здесь вот все в меру. Ну, рыба просто, конечно, здесь бомбическая. Так, возьмем рыбу и грибок. Не знаю. Если меня бы спросили, оцени по 5-бальной шкале этот суп, я бы его оценил как 10. Острота в меру. Не знаю, вот мне кажется, это блюдо, оно прям укомплектовано. То есть сюда не нужно ничего добавлять. Это полный насыщенный вкус. Вкус морепродуктов. Морепродуктов по-тайски. Очень вкусно. С рисом еще вкуснее. Это как первый поцелуй. Это как будто ты садишься в новую машину, купленную только что, не в кредит. Это как новые знакомства, хорошие. Это как кусочек хорошей жизни. Настолько это все вкусно здесь. В общем, я максимально заряжен белком сейчас. Буду светиться по ночам теперь. Очень вкусно. Вот прям вкусно. Заведение называется, я вам сейчас скажу, как называется. Джантьен Ботхаус. Все, приходите, заказывайте. Не пожалейте на себя, на родного. Чуть-чуть денег. Это стоит того. Подведем итоги. Это лучший том-ям, который я вообще ел в своей жизни. А ел я его очень много и очень часто, потому что один из моих любимых супов, даже в дорогих, крутых заведениях, не было такого вкуса никогда. Меняем чуть-чуть картинку. Не только еда сегодня будет в рубрике. В общем, пришел в гости к своим друзьям. У них здесь свое жилье, свой приватный пляж. Ну, море сегодня буйное такое. Но все очень красиво. Реально все очень красиво. Как будто я в другой мир попал. Вот теперь пусть лицом бегайте. You should go there. Здесь плавают красивые рыбки. Много рыбок. Картошка готовится. Курица. Тоже сегодня к уличной еде относится. Ламбургер. Тетя Лена в желтом платье. И ждем, сейчас дядя Пол придет. Дядя Пол
из Англии. Тетя Лена нас сегодня удивляет мясными деликатесами. Сегодня шеф я. Сегодня я шеф. В этом празднике. Посмотрим. Сегодня бургеры. Chef Ramsay, Paul Ramsay. I'm joking. So we are having a British barbecue in Pattaya. We've got lamb burgers, we've got chicken, we've got Cumberland sausages from the north of England, we've got jacket potatoes, and we should be eating in the next 20 minutes. And we've got some nice Rioja red wine and some nice French Sauvignon Blanc. Happy days. Вечереет. Ветерок становится очень сильный. И, между прочим, сейчас мне Пол показал, на 3-м этаже живут дяденьки из Китая. Полностью татуированные. Ну, они там что-то бахали, бухали, стреляли. Это люди непростые, а очень серьезные дядьки из китайской мафии. И он сказал, нужно быть аккуратным с ними. Лишнего не позволять. Бургеры по-английски. Вкусно. Вкусно готовит Пол бургеры. Такой пикантный и изысканный вкус придают местные приправы. Это что-то не похожее ни на что. Да. Ну, курица как курица. А бургер, да. Остренькая, сладкая, кисленькая. То есть тут прям букет вкусов. Достойно. Смена декораций. Ресторан, итальянская кухня в Паттайе, куда не приходят русские туристы, где только одни итальянцы и мы. Не туристическое место, о нем мало кто знает. Здесь в основном собирается местный паттайский бамонт. Очень часто здесь можно встретить мэра Паттайи. Название не знаем, просто дегустируем. Вот эта штука очень вкусная. Базилик, сыр. Такое прям сочетание вкусов необыкновенное. Что-то необычное все. Необычно вкусное. Пробуем мидии. Вкусно, но мало. Реально вкусно. Прям. Немножко итальянского пива. Ну и пробуем вот такого вот кальмарчика. Это очень вкусно. Это кальмар. Я не знаю, как приготовили это пюре, но это очень вкусно. Высокая кухня, одним словом. Вообще в этом заведении есть меню, но раз в месяц бывают такие дни, когда стоит общий шведский стол. То есть ты подходишь и накладываешь себе. Но сейчас народ чуть-чуть уйдет, и нам дадут меню.
Мне начинает нравиться здесь. Спросил, кто здесь сидит. В основном итальянцы, американцы, состоятельные пенсионеры, вот так скажем. То есть люди выходят на пенсию, ну, видно, хорошая пенсия, и начинают путешествовать, брать от жизни лучшие моменты. Мне очень понравились эти штуки, и я решил еще раз. Это просто восхитительно. Похоже, я в прошлой жизни был французом. Это нежный, тающий морской бриз у меня во рту. Пока что все, что я попробовал, самое вкусное, по мне, это пюре. Пюре, я не знаю, это что-то божественное. Как они его сделали, я даже не могу себе представить. Всех посетителей встречает шеф-повар заведения. Я сначала подумал, официант ко мне идет здоров, положено. Потом мне объяснили, сказали, что это шеф-повар. Он итальянец, жена у него тайка, 20 лет уже готовит здесь и радует посетителей. Так, первое пробуем равиоли с грибами. Сказали, это очень вкусно. Нас не обманули, это божественно. Немножко трюфеля, чтобы жизнь не казалась постной. Но эта штука реально вкусная. Она прям вкусная-вкусная. Пробуем тартар. Это тоже очень вкусно. Очень вкусно. Впервые в моем рте. Welcome to our kitchen. Самый интересный момент – это попасть на кухню. Здесь работают повара. Ну, здесь реально чисто. Я даже не знаю. Здесь просто чистота. Повар Роберто. Это и есть шеф-повар. Здесь все чисто. У меня нет слов. Это, конечно, не Индия. Это обычное меню. Нужно умножать все на 3. Это меню в определенные дни. Тоже умножаем все на 3. Винная карта. Самое дорогое вино здесь, я вижу, это 15 тысяч бат. Умножаем 45 тысяч рублей бутылочка. Ну а так вот дешевое вино, стакан 900 рублей. Бутылка 1350. Недешево, недешево. 20-летняя бутылочка вина. Сейчас мы поинтересуемся, какой здесь был максимальный чек в этом заведении. Самый большой счет здесь был на 1,5 миллиона, ну если в рублях, на 1,5 миллиона рублей. Я думал, что счет будет побольше. Потому что я сам лично знаю, в России в сауне люди оставляли такие деньги. Ну, люди не бедные. И самые большие счета здесь закрывают немцы, австралийцы и местные тайцы, кто приезжает из Бангкока, бизнесмены. Недешево, на самом деле недешево здесь. И очень недешево. Я, конечно, не любитель сладкого, но мне прям захотелось попробовать эту штуку. Сицилийский традиционный десерт.
Что у меня во рту? Я сейчас вам опишу. Представьте, когда вы садитесь в дорогую новую машину. Вот то же самое. Это очень вкусно. Не описать. Умеет дядька готовить. Реально вкусно. Вкусно. И вот такие сочетания прям. Но подобрано все идеально. Да. Это бомба. Просто молчим без комментариев. Так должен выглядеть настоящий итальянский тирамису. А так должен выглядеть англичанин Пол. Мои знакомые из России сказали: вот скажи, Денис, подписчикам, что вот бокал 20-летнего вина стоит 20 тысяч рублей. И это не совсем дорого для итальянского ресторана. Я сказал, да, это не очень дорого. 20 тысяч за бокал. Не для меня. Самое главное, чтобы не получилось такое, что Денис, проснись. Ты спишь уже час. Пол, next place. We're going to an Uzbek restaurant called Caravan, and I'm going to sing Hotel California. We are all just prisoners here for our own device. Sweet champagne. Как вы, наверное, уже поняли, следующая локация – это узбекское кафе. Выглядит очень красиво и чисто. Узбекский ресторан. Первые впечатления. Управляющая, я так понял, из Ташкента. Девушка узбекской внешности. Все очень чисто. Все очень презентабельно. Русскоговорящий персонал. Ну, заказали здесь мы что? Чебурек, самсу, плов и манты. Ну, на компанию. Очень хочется попробовать. Цены здесь не дешевые. В разы отличаются, конечно, от узбекских цен. Но сейчас главное не цены, а вкус. Принесли чебурек, пока Денис гулял. Принесли 2 самсы. Так, ну чебурек я не буду пробовать. Пробовать будет его Лена. Я заказал самсу. Давай. Попробуем. Ну, чебурек реально огромный. Выглядит так Это уберу так. аппетитно. Сразу видно сок. Сок мяса. Пол, который любит чебуреки. Попробуем. Мне кажется, очень горячо. Только честно говорили. Вкусно. Вкусно. Я пробовала ранее чебуреки. Мне Ты здесь нравится. была уже? Да, Да? я здесь была. Да. Да? Для меня здесь довольно вкусно. Чебурек вкусный. Зачет. Давайте так по самсе пробегаемся. Тесто непривычное для меня, немножко жестковатое тесто. Оно похоже на слоеное, да. Слоеное, но не совсем прям слоеное, но слоеное. It's like a samosa. It's like a lamb samosa. Well, that's good. Так, ну это фарш.
Это однозначно фарш. Я вот думаю, как бы и не навредить сейчас, и... Но это самса, давайте так скажу, это самса, которую сделали в России. Я думаю, больше объяснять ничего не надо, это просто самса, которая приготовлена в России местными домохозяйками. Есть принцип понимания, как готовить, но не до конца. Ну, а так вкусно, съедобно. И тесто слоеное, но оно какое-то такое вот прям слоеное на местный лад, скажу. Ну, мяса много. Ну, по самсе-то мы точно разбираемся, поэтому сказал, как есть. Все-таки я решил попробовать чебурек, потому что, ну, раз уж начали делать обзор, делаем честно. Так, ну, мясо есть, так, мясо. Чебурек однозначно вкуснее, чем самса, тут даже это разные уровни. Чебурек — это говядина. На 2 ступени выше. Чебурек, да, вкусный. Ну, самса более суховатая, чебурек более сочный. Мясо говядина. Вкусно, съедобно. Тесто немножко для меня непривычное для самсы. Это слоеное тесто, но оно немножко другое. Ну, я, конечно, могу все это понять, потому что это все-таки другая страна, может быть, другая мука, другое масло. Но с точки зрения в общем, чебурек вкуснее. Вкуснее, чем самса. 100%. Paul, do you like чебурек? I like. But me and you are gonna have some problems tonight. Мне кажется, он не чебуреком любуется в это время. Видео в телевизоре Бешказан ташкентский показывает, как готовят плов. Самса. Просим Пола попробовать самсу. Шашлык? Он увидел шашлыки, он забыл про самсу. Oh, hello. Okay. Take a knife. With a knife. Jesus. Все, что можно съесть It's like some samosa, lamb samosa. целиком, англичане нужно есть половину. I like samosa. Nice. Nice? Nice. Nice? Good? То есть ему понравилась самса. Nice. Nice. Пол, если ты приедешь в Узбекистан, ты Uzbek. оттуда выкатишься колобком. If we will go to Uzbekistan, we will Хорошо. Пора попробовать шашлыки. Это баранина, да, я так понимаю? Или говядина? Баранина. У баранины специфический такой вкус, но она очень мягкая. Для меня эти приправы чужды, честно скажу. Я первый раз вот мясо в таком маринаде пробую.
Но оно очень мягкое. Оно мягкое, сочное. Это баранина. Но приправы чем-то таким восточным отдают. Они прям вот более такие пряные. Или это приправа, в общем, или это мясо такое. Ну, да, есть разница, очень сильная разница в мясе. По поводу мяса. Мясо имеет специфический вкус, потому что это баранина австралийская. По поводу самсы мне объяснили. Самса приготовлена не в тандыре, а в духовке. И сказали, что это не через мясорубку, а нарезанное. Но мне честно показалось, что это через мясорубку, потому что когда нарезанное, оно... Ты, то есть, разрываешь самсу, оно делится на фракции, а здесь идет большим комком, потому что волокна разбиты через ножи мясорубки, и оно одно с другой цепляется. Но я также могу ошибаться, в принципе. Там крыса пробежала только что. Манты, видно мясо и жареный лучок, ну или что-то такое. Oh God, that scares me. That scares me a great deal, to be honest. That scares. Whoa, 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 whoa. Whoa, 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 where are you going? Oh, you're biting me, you little bastard. What's that all about? You're biting me. Oh, you're biting me. What's that all about? He's back on the arm. Buddy, what's going on? Buddy, what's going on? What's Манты, going on? конечно, отличаются, но они сочные. Ну, плюс-минус. Опять же, если сделать акцент на то, что здесь другие продукты, они плюс-минус такие похожи на оригинальные манты. Манты прям сочные, даже не вообще слов нет. И я почему-то стал сразу комментировать, здесь подошла хозяйка, и мне стало как-то неудобно. Ну, такое все. Ну, здесь очень большие и красивые попугаи. И вот они сейчас развлекают посетителей. No, I'll fucking kill you. If you fucking touch me, I'll fucking kill you. Understand? I'll fucking bite your head off, you little cunt. So behave. Be careful, he's a bit of a biter. So, you ain't gonna touch me, because I'll fucking hit you. I'll hit you hard, won't I? Попугай, который ничего не боится. Он сразу прям запрыгивает тебе на руку и куда-то лезет. Зеленый попугай любит мясо. He's fine. Говорят, что Elena, don't keep on feeding. Don't keep on feeding him. баранину за обе щеки уплетает. Следующее заведение — кафе «Теремок». Кафе немножко ниже уровнем. Доминирует русская кухня. Очень много россиян сидит и кушает. Полу показали сало, он сказал, если даже мне заплатят деньги, я есть его не буду. Пол, Adam. Борщ был вкусный, белый напиток был вкусный, обыкновенное заведение. Ну, вот прям вот все просто и просто, все. Быстрый перекус. Цены не быстрые и не дешевые, даже в этом заведении. И мы сразу оттуда пошли в заведение, которое называется, в общем, что-то колониальное такое. Колониальный бар, короче, связанное. Ну, Англия, колонии, Америка, бары, англичане, что-то вот в этой стилистике. Английский паб местный, тайский. Говорят, здесь очень вкусно готовят.
Наш друг Пол уже нашел единомышленников, однокашников, 75-летних. Ради этого стоило сюда прийти. Как говорит мой английский друг, обзора еды в ближайший час не будет. Поэтому наслаждаемся только напитками. Здесь никого нет. Комфортно. Только молодые тетки и дядьки от 75 лет. Ну, я не в их числе. Нет ничего прекрасней, чем тайская вечерняя жара и что-нибудь темное. Наконец-то сегодня будет что-то вкусное на вечер. В английском пабе. Все. Рестораны, конечно, это хорошо, но плавно переходим на уличную еду. И сейчас зайду в обычную забегаловку, в которой едят тайцы. Никого из иностранцев я там вообще не видел. Никогда. С горем пополам сделал заказ. Заказал себе чикен, фрайд райс, карри. С курицей, с рисом, с эгом, с яйцом связано. И салат свежий из огурцов. Но салат, судя по фотке, похож на битый салат, битые огурцы. Так-то это вкусная штука. Основной контингент тайцы, китайцы, работяги, таксисты. В общем, простой люд. Заведение работает только, по-моему, до 5 вечера. В 5 оно уже закрыто. Вот с утра это завтрак и обед. И все. И до свидания. Вроде бы забегаловка, а вот позади меня стоит дядька, который моет посуду, вытирает каждую тарелочку полотенцем. Стоит мусорный бак, не просто мусорный бак, а это одноразовые пакеты. Все чисто, все аккуратно. Вроде бы страны рядом расположены, но в одной стране одна большая мусорка, постоянное отравление. Здесь все иначе. Менталитет, наверное, другой. Или все-таки туристы, большое количество туристов делают свое дело. Заставляют меняться. И меняют все вокруг. Рис с курицей, с яйцом и салат. Ну, салат такой бледненький. Почему? Потому что здесь помидоры не имеют какой-то ярко выраженный красный цвет. Начнем с салата. В салате есть орешки, какие-то микрокреветки. Да, арахис. Он очень острый. Он вкусный, но острый. Рис отменный. Это все очень съедобно и все вкусно. Но очень-очень остро. Я еще говорю, принеси мне что-нибудь остренькое, соус какой-нибудь. Да. Это вкусно. Это все вкусно. Курица, фасоль, рис, яйцо, какая-то зелень. Много зелени. Вы букет вкусов разных. Да. Салат тоже вкусный. Не знаю, из 5 5. Больше нечего сказать.
самое главное, у меня уже такая тенденция, что чисто. Вкусно. Просто, скромно, но со вкусом. С хорошим вкусом. Я каждый раз удивляюсь тому, как выглядят молодо тайки. Потому что сейчас поинтересовался, сколько лет официантке. На вид, 18, максимум 19 лет. 48 лет. Я не знаю, что они едят, что они пьют. Хотя говорят, что солнце старит, если много солнца. Но они здесь очень хорошо сохраняются. Может быть, какой-то эликсир пьют? Эликсир молодости? Шел 27-й день. Я продолжал искать уличную еду. Покажу вам пляж. Местный пляж на Джамтьене. Очень много русских здесь. Очень много. Прям, мне кажется, больше, чем любых других туристов. По ночам половина этих понтонов находится на берегу, без воды. Вода уходит. Для чего они нужны? Чтобы сюда не заезжали водные мотоциклы. То есть можно было спокойно искупаться. Новогодняя елочка. Джамтьен Night Market. Ночной рынок Джамтьен. То есть сюда можно прийти вечером, поесть всяких много вкусностей местных. Ну и детская площадка. Говорят, если есть мясо молодых животных, оно очень вкусное и нежное. И такого принципа придерживаются европейские туристы. Пользуются всем самым молодым. Говорят, от прикосновения к молодости старость уходит в сторону. Если вы попробовали в Таиланде том-ям, то нужно следующий суп, который попробовать, называется том-кха. Это куриный суп на кокосовом молоке с овощами. 15 минут время приготовления. Ну, естественно, к нему также заказываем рис. Обычно уличная кафешка, не ресторан. Едят тайцы. Ну, это ресторан, может быть. Едят тайцы. Те, у кого бюджет подхрамывает. Местные прохладительные напитки. Сингха. Чтобы совсем не стало плохо от жары. Так выглядит наш суп. Это большая тарелка. Очень сильный аромат кинзы. Ну и рис в придачу. Начнем с бульона. Огонь. Очень вкусно и наваристо. Вот каждый раз приходится менять свое мнение. Если недорогое заведение, значит невкусно. А вот здесь прям наваристо. Да. Прям с первой ложки залетает этот суп на ура. Ну, он вкусный, реально вкусный. Том-ям, том-ха. Томы. Куриная грудка.
как и везде она, куриная грудка. И вот эти вот листья придают очень такой сильный аромат этому супу. Также здесь я вижу кусочки имбиря, какие-то грибы, помидор, крупный лук. И сейчас я найду эту траву. Я эту траву видел, такие стебли. Вот они. В том яме. Вкусный суп. Реально вкусный. Сразу хочется жить. Лук. Даже дышится легче сразу. Прям пятерочка. Не суп, а пятерочка. Полная гармония. Сразу с Таиландом становится. Вкусно, 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 вкусно. Вот в этой забегаловке суп стоит что-то 150 бат, 450 рублей. Округлим, $5. Прекрасно. Есть какая-то кислинка. Вот я имбирь нашел, кусочек. Кислинка от лайма. Помидор, лук, куриная грудка, лук зеленый, еще какая-то трава непонятная, кинза, кусочки грибов, кокосовое молоко, ну и специи. И том-ям готов. Крупно порезанный лук, помидор, куриная грудка, грибы, кинза, вот эти вот листья какие-то крупные, какая-то приправа, кокосовое молоко, имбирь, и все, и том как готов. Я попросил обычный острый, для меня это терпимо. То есть они спрашивают предварительно, вам сильно острый или нет? Я говорю, мне как для местного готовится. Всегда забываю показать, как выглядит заведение. Здесь все просто. Очень просто. Проще некуда. Ну, естественно, рядом проезжая часть. В Паттайе потемнело. А что это значит? Значит, что сейчас повыезжают макашницы. Буквально каждые 200 метров располагаются такие маленькие прицепики, мото, вело, я не знаю, на все, что движется, их цепляют и готовят вкусную уличную еду. Я вот на протяжении 3 дней уже замечаю, что ближе к вечеру, как только стемнеет, появляются здесь у нас 3 телеги рядом с 7-Eleven, где продаются морепродукты, курица, рыба, какие-то супы. Сейчас посмотрим, кто есть в наличии, у того и закажем. Ну, эта еда готовится прям быстро при тебе, в принципе, недорого. Ну, едят ее все. Вот. Я не видел тех, кто прям брезгует так. Подходят, заказывают. Тот самый 7-Eleven. Те самые макашницы. Чтобы заказать. Хочется что-то интересное. Свинина, говядина.
Курица на шпажках, крылья. Но вот эту штуку я точно есть не буду, потому что это, ну, прям это жир. Это много-много жира. Какие-то чипсы всегда есть, зелень, что-то еще. Ну, огурцы, лаймы, вот это зеленые, я не понимаю, баклажаны какие-то. Так, вот это, по-моему, часть свинина, вот эта часть, по-моему, говядина, или наоборот. Ну, все это готовится быстро. И какая-то морская рыба. Вот одна такая рыбка стоит... How much this? 50 baht. Fish, 50. 50 бат, 150 рублей. Мини-бизнес. Заметьте, все просто чисто. Вот здесь нету каких-то мусорок рядом, здесь не валяются пакеты. Здесь здоровьем пахнет. Каждый раз я всматриваюсь в эти штучки. Это, я так понимаю, это подложка для еды. То есть на нее складывается все это дело. Здесь же вы можете заказать вот какие-то супы, что-то еще. Вот. Самое дорогое блюдо здесь стоит 180 бат. Умножаем на 3. Это чтобы в рублях понять. Всегда будет много перца. Вот в таких толкушках готовят они суп. Вот в этой, вернее, готовят суп. По-моему, уже приготовили нам все. Соус. Курица. Придется есть на колесе, потому что у них тут столов нет. Выглядит аппетитно. Шашлык с курицей. Шашлык с курицей. Все, больше нечего сказать. Причем сочный. Не пересушенный. Если вам не хватает белка в Таиланде, и у вас ограничен бюджет, добро пожаловать в такие заведения. Я сейчас ем и слышу сзади русский голос. Или муж жене, или парень девушке говорит про 7-Eleven. Это типа, это лучшее, что было в моей жизни. Это не магазин, а мечта. Ну, фиг его знает, мне кажется, это обычный магазин. Обычный тайский магазин, в котором есть минимальный набор. Очень вкусно. На улице можно прям смело есть. Чисто, никаких мух. Много туристов. Еда едабельная здесь. Вот так вот это выглядит со стороны. Если вы робот и вы не едите обычную еду, можно вот здесь вот подзаправиться. Еще одна макашница. И еще одна макашница. Здесь уже идут морепродукты. Так как я вышел поздно, это все, что осталось. Очередной вечер, очередной ночной рынок уличной еды. Крупные креветки. И еще что-то. Стандартный набор. Кальмары, осьминожки и креветки с голубыми щупальцами. Еще какая-то рыба. Здесь по килограмму. Пожаренная на соли. Соль стряхнули. Вид ночного рынка. Снимал рынок, и тут проходит девушка очень красивая, очень фигуристая, очень открытая, очень минимально одежеванная. Я, короче, забыл про рыбу. Хорошо, официант принес салат. Я вспомнил, что есть такое. Соус раз. Что-то из вермишели. Соус 2 и травы. Много травы к рыбе. Эту рыбу я не осилю, но это видно, сразу кожа прилипла к мангалу. Ну, выглядит аппетитно. Название так и не запомнил, как что-то типа тилапия, он сказал.
Но вкусная. Что-то карась, что ли, какой-то. Привкус карася. Мне нужно набираться сил. Жена отпустила одного в Таиланд. Нужно пользоваться моментом. Все равно никто не видит. Кроме земляков из России, все абсолютно идут и смотрят. Ну, рыба вкусная. Я прям чувствую здесь огромное количество белка. Короче, сидит дед. Я сейчас подслушал разговор. Сидит дед с тайкой. Ну, видно, ее только что вот соблазнил. И говорит: хочешь, я увезу тебя в Пермский край. Хочешь, я тебе покажу наши зимние леса. Она, да, там. Ну, наверное, может, половина не понимает. В общем, рыба вкусная. По цене 200 бат. Короче, 600 рублей это стоит. Ну, я так понимаю, с нее даже чешую не сняли. Ее прям в чешуе жарили, потому что чешуя вся здесь. Вкусно, вкусно. Для ночного рынка это нормальная цена, приемлемая. Все-таки находимся в Таиланде, морепродукты, рекопродукты нужно есть. Здесь нету жизни без белка. Я только сейчас заметил, что здесь, ну, я сначала подумал, кишки, что ли, а это не кишки, это какой-то корень травы вкусный. Точно такая же рыба, если спуститься вниз, будет уже стоить не 200 бат, 600 рублей, а будет стоить 350, а может и 400. Просто, да, здесь, конечно, не такое презентабельное место, да мы и сами не особо презентабельные. Остро, но вкусно. Наверное, просто если эту чешую убрать изначально перед приготовлением, рыба, она вся развалится, поэтому ее готовят в чешуе. Она слишком мягкая. Очень мягкая. Вкусная до костей. Ничего, нечего сказать. Все, я заряжен. Белок на ночь хорошо, а массаж еще лучше. Час времени уделим на массаж. Тетка начинает засыпать. А люди все идут и идут. Накачанные парни. Какая-то сейчас была несправедливость. Меня массировала бабушка, а зашел, сел рядом дедушка, и его массировала молодая. Всем добрый тайский вечер. Вот и настал тот день, когда я еду на первую встречу с тайкой, с местной тетей. А тетя она не простая, а золотая. В общем, знакомство для общения, не более. Выезжаем на Джамтьен. Здесь, так как ремонтные работы ведутся, одностороннее движение пока что. Туристов очень много. И солнца очень много.
Ночной рынок Джамтьен. Night Market. Здесь есть прям вывеска официальная. Сильный запах конопли. Кто-то, видно, сжигает ее. Ну, прям очень сильный. Сейчас же здесь легалайз в Таиланде, и поэтому нормальное явление, когда видишь чувачков, которые сидят с бутылочкой, с фольгой. Это не запрещено законом, поэтому все этим пользуются. Даже не знаю, как себя вести. У меня впервые такое. Встреча с тайкой. Neue Bekanntschaften. Я себя сейчас чувствую как копье Меркурия. Вот про что я и говорил. Видите, прям огромнейший баннер висит. Тай Каннабис Клуб. Здесь буквально каждые 100 метров такие магазины есть. Везде вот этот значок в виде листа зелененького. Когда смотришь на машины, на местные, понимаешь, что не все здесь так плохо. Если мне память не изменяет, мы куда-то едем в сторону Волкин-стрит. Не знаю, вчера я там погулял, но так себе. Грязь, полная грязь. Сеть индийских ресторанов. Сразу по обе стороны. Особенно когда вечером здесь идешь, такое ощущение, что ты из Индии не уезжал никуда. Огромное количество кафешек, массажных кабинетов. Здесь какие-то все тетки такие взрослые. В общем, если у вас есть деньги, в Таиланде получить можно все 33 удовольствия сразу. Главное, большой кошелек. В принципе, как и в любой другой стране. Но здесь уже молодость. Я на месте. Здесь сидят одни крупные дядьки, европейцы. Даже я по сравнению с ними как килька. Они очень крупные. Кафе находится на набережной. В общем, приехал по навигатору. Начало интересное. Вечер обещает быть нетомным. Коротко о девушке. Зовут ее Уан. Переводится как день, единственное, первое. Ну, в общем, в числе первых, вот так скажем. Ей 45 лет, живет она уже 19 лет в Паттайе. До этого жила в городе Сри-Рача. Работала на крупной фабрике Nike. Выглядит как солнышко. Пообщавшись с местными, сделал выводы. Откуда все это вообще в секс-индустрии начало развиваться в Таиланде? Если взять, например, ее 20-30 лет назад, то это была одна из бедных стран. То есть во время Вьетнамской войны здесь было огромное количество американских солдат. И тайские мужчины, девушки были очень предприимчивы и в поисках заработка оказывали секс-услуги солдатам. То есть это были не только девушки, но это были молодые красивые парни. И отсюда все и началось зарождаться. Ну а теперь это один из самых топовых городов Паттайя. Ну, если брать Таиланд, топовая страна, которая
наверное, number one в секс-индустрии. Мы сейчас находимся в баре, который при пляже. Позади меня есть улица, где очень много девушек, которые в школе учились на 3. И здесь они себя нашли. Вот она, та самая знаменитая улица, куда вечером будут приходить девушки легкого поведения, мальчики, не мальчики, так как здесь можно стоять возле каждой пальмы, если она свободна, и им не нужно платить заведению. Чем опасны эти девушки? Могут вас обворовать, и никто не несет никакой ответственности. Если вы взяли девушку в заведении, то вы можете прийти в заведение и сказать, и они будут за нее отвечать. Здесь никто ни за кого не в ответе. Официально в Таиланде разрешено работать с 18 лет. Старт 18 лет, финиш до 100 лет. Больше нельзя, потому что дальше женщина уже плохо ходит. Ну, это уже влечет последствия, потому что мало ли с клиентом, ну, представляете, да, 100 лет бабушки, и, не дай бог что-то случится, это проблемы, никому не нужны, это просто проблемы. Включили сильно музыку, пришлось отойти. В общем, вот в одном таком заведении работает одновременно до 10 девушек. Это вот, наверное, 45 квадратных метров, до 50. Как только кто-то из них уходит по работе, как сообщающийся сосуд, появляются другие, одевают форму, платье, юбку, появляются другие. Чтобы взять девушку из этого заведения, нужно отдать 1500 бат заведению. Это, 5000 рублей, допустим, $50. Дальше по договоренности с ней. Шот – это что-то быстрое, быстрый процесс, который вот он такой вот, может 10-15 минут, может у кого-то 20 секунд. То есть у каждого по-разному. Вот за этот шот вы еще должны будете заплатить минимум 2000 бат. Умножаем на 3, минимум 6500 рублей. Итого 12 тысяч рублей нужно отдать за быстрое времяпровождение. Если вы девушку хотите забрать из этого бара после 12 ночи, то бару вы отдаете на 500 бат меньше. То есть вы отдаете бару всего 1000. Принцип построения любого заведения такой. По медицинским карточкам раз в месяц их обязывают проходить и предоставлять какие-то карты. Но не факт, что она все проходила, а просто не купила и не принесла эту бумажку. Ну а мы продолжаем пить чай, общаться и понимать друг друга. Поменяли локацию, и она что-то рассказывает про секси ван или секси ман. В общем, что у нас на вечер? Минералка, и еще минералка и ведро льда. Также тетя Ван заказала том-ям, какие-то колбаски и что же она еще заказала? И мидий, потому что в мидии много белка, а белок он необходим для мужчин. Пока все готовится, есть что еще рассказать. Почему тайские женщины занимаются этим самым делом? Потому что работать где-то на заводе они будут получать 8-10 тысяч бат. Это примерно плюс-минус 27-32 тысячи рублей. Девушка, которая работает в секс-индустрии, за день зарабатывает, в среднем, пускай 6-7 тысяч бат. Это 18 тысяч до 20 тысяч рублей в день. Поэтому они плюнули на все эти заводы. И заводами, магазинами, клинингами, всем чем угодно занимаются люди приезжие. Камбоджа, Филиппины, из других
более бедных стран. Поэтому не тайское это дело работать на заводе. И если девушка не занимается проституцией, а просто ведет так, дружеские взрослые отношения, для Таиланда нормальное явление, когда одна девушка может общаться сразу с 3 временными мужьями. То есть это нормально. Они ее содержат. Принесли такой том-ям, аж плакать хочется. В общем, они ее содержат. Как же все это красиво. Многие девушки, которые работают в баре, у них есть официальные мужья. Другой менталитет, поэтому отношение другое. То есть жена в данном случае как труженица, она несет деньги в семью, поэтому она доминант, вот так скажем. И к ней не может быть никаких вопросов. Она кормит семью. Несмотря на то, что это ночной рынок, очень такой наваристый бульон. Не хватает остроты. Не все в этом супе можно есть. Что-то жесткое. Так, и съедим вот такой энерджайзер. Правда, не знаю, как есть, но чуть-чуть вот этой штуки. Но это что-то не то. Том-ям вкуснее. Непонятный вкус какой. Как будто чернила съел. Задал вопрос. И говорю, вот если я сейчас, например, захочу вот эту стоят девчонки красивые, симпотные, быстро навести контакты, легко ли это решить? Она говорит, да. Здесь, в Таиланде, с этим нет проблем, если у вас есть кошелек. По поводу девушек, которые обслуживают соседние столы, в продолжении разговора, она приходит сюда работать официанткой, но если ее кто-то захотел, ей даже еще идет какая-то премия, потому что от босса данного заведения, от начальства, за то, что она красивая и притягивает клиентов и, можно сказать, лицо заведения. Рядом с нами сидят 3 молодые девушки, и я спросил, они работают или как? Она говорит, нет, но они рыбачки, то есть они такие начинающие, но еще не понимающие. Цена будет у них невысокая, но с ними больше типа волокиты. Но они тоже не против. Засунут пару тысяч бат в карман. Кошка, которая что-то хочет. Мне кажется, она сейчас на стол к ним упадет. Как он там не задохнулся внутри. Собирай донат, короче. Вопрос для тети Ван. Если среди тайских женщин конкуренция, если кто-то пытается увести богатого мужчину, иностранца, то, естественно, в ход идет все. Ну, не все так, но 90% точно этого не потерпят и будут отбивать его. Поэтому за деньги борются все. Если девушки видят, что ты с деньгами и хороший клиент, им все равно, с кем ты пришел, с мамой, с сестрой, с дочкой, с любовницей, тебя будут отбивать и кружить по максимуму. То есть здесь нет принципов.
Никто даже не будет заморачиваться, кто ты и что ты. Какая у тебя жена, ревнивая или не ревнивая. Там, где мы сейчас находимся, здесь тайская кухня, корейская, японская, китайская. Соответственно, много туристов. И вот мы сейчас сидим, и позади нас подходят по очереди, присаживаются. Ну, прям молодые. То есть, и они сидят, понятно, что они чего-то ждут. Они не просто едят еду, они тянут время. Вот мы пока сидим, тут общаемся, кто-то один подошел, второй, что-то какие-то пытается навести знакомство. Начинается движуха, видите, по очереди подкатывают к девочкам. Если бы я был холостой, я бы тоже подкатил. Какой бы я вопрос ни задал, а можно ли вот с этой, а можно ли вот с этой, нету таких, с кем нельзя здесь. То есть нету. Просто есть время и есть цена у всех. Вопрос про русских девушек, занимающихся проституцией. И если девочка из России красивая, это 8000 бат 40 минут. Thank you. И особенно они ценятся среди индийских мужчин. То есть особым спросом пользуются в индийских клубах. Ну а мы продолжаем набираться белком. Если, например, тайская девушка стоит 1000 бат где-нибудь на Джамтен-Бич возле Пальмы, то русская от 6 там образно до 10 тысяч. И русская девушка никогда не подпустит себе, как тайская девушка, там, до 10 человек за одну квоту. То есть здесь нормальное явление, когда тайскую девушку снимает сразу там чуть ли не 10 человек. Поэтому индийских клиентов особо недолюбливают здесь. Но жизнь сурова. Следующий вопрос для тети Ван. Это сколько стоит операция по смене пола? 300 000 бат по нынешнему курсу, это где-то 1 миллион рублей. И опять же, имея 1 000 000 рублей, это не просто ты пришел, отрежьте мне и вставьте трубку. Нет, сначала ты проходишь там какое-то тестирование, медицинское освидетельствование. Если у тебя проблемы с головой, нету, ну, мало ли ты станешь сумасшедшим. То есть, подтвердив все медэкспертизы, только потом ты можешь поменять пол. И опять же, это основная операция, плюс потом еще, ну, я не знаю, временное какое-то восстановление, это все равно деньги. То есть это не дешево. Это нужно быть богатым, другом богатого дяденьки из Англии. Наш гид по тайской жизни рассказал мне всю структуру секс-индустрии. В общем, есть первое, это женщины, которые занимаются этим самым с мужчинами. Есть леди-бои, это мужчины, которые пьют гормоны роста. Кто-то из них сделал пластику, кто-то убрал себе мужской половой орган, кто-то не убрал. Если убирают, то это прям делают почти что копия женской. Ну, я не видел, поэтому особо не могу сказать, но вот как мне объяснили. И внутрь в это отверстие вставляется такая силиконовая какая-то посудина, ну что-то такое вытянутообразное, которая после полового акта вытаскивается, промывается, смывается, стерилизуется. Некоторые леди-бои принципиально не убирают мужской половой орган по причине того, что некоторым клиентам нравится, чтобы у них что-то болталось. И мало того, чтобы что-то болталось, иногда клиент просит поменяться местами. То есть сначала вы едете в гору на лыжах, потом гора едет за вами, за вашими лыжами. В общем, туда-сюда.
Потом, так, дальше у нас есть лесбиянки, ну это они везде есть. И 4-я категория – это томбои. Это женщины, которые хотят быть мужчинами. Они всегда стараются быть похожими на мужчин. Я спросил, как они доставляют удовольствие у девушки по имени Уан. Она сказала, что у них есть язык. В общем, они иногда, когда сходятся в танце с леди-бойми, томбои сходятся в танце с леди-бойми, вот там начинается веселье. То есть там и сначала туда нефть, потом обратно, реверсивное движение. Там просто бал-маскарад вот у этой категории людей. Ну и 5-я категория людей – это любители animal. Но они нас не интересуют. Как-то так. По цене леди-бои иногда пытаются планку поднять больше, чем женщины. Ценятся здесь девушки белого цвета кожи. Это европейки. Если европейка красивая, если она не испорченная, ухаживает, смотрит за собой, цена может быть очень и очень большая. Как прекрасно Таиланд. Мы заходим на очень интересную улицу, и мне придется взять ее за руки. This is my love. Она как оберег мой. Дубль 2. Покидаем мы места с тетей. Name number, yes? Number one. Короче, с тетей number one, of course. Да, конечно. Я, короче, number 3. В общем, мы идем вниз. Для чего мы идем вниз? Тетя 1, ну, она тетя 1, ее так зовут. Она мне сейчас покажет настоящую тайскую жизнь. Я себя сейчас чувствую как Прохор Шаляпин, но мне, опять же, это не мешает. Что не сделаешь ради прописки тайской. Так как я в Таиланде, у меня появилась новая семья. Поэтому я и моя тетя number one, мы идем поближе к пляжу. И все у нас отлично сегодня.